Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Did you kill Meredith Kircher? No. Were you there that night? No. Do you know anything you have not told police? No. Мередит Керчер, известная среди своих друзей как Мез, родилась 28 декабря 1985 года в Лондоне и проживала в южной части города, в районе Кулсдон. Девушка была в восторге от языка и культуры Италии, мечтала работать в Европейском Союзе и стать журналистом. В октябре 2007 года она поступила в университет Перуджи в Италии, где начала изучать современную историю, политическую теорию и историю кино. Сокурсники описывали ее как заботливую, умную, воспитанную и популярную девушку. 1 ноября 2007 года 21-летняя британская студентка была найдена мертвой в квартире, которую она делила с несколькими соседями. На теле зверски убитой девушки были многочисленные ножевые ранения и следы сексуального насилия. Следствие быстро вышло на ее соседей – Аманду Нокс и Рафаэля Соличито, а также на Руди Гуэди, молодого человека из Кот-д'Ивуара, ранее имевшего судимость за кражи. Тело Мередит Мерчер было найдено в спальне на полу, частично прикрытое пуховым одеялом. Ей нанесли несколько ножевых ранений и перерезали горло. Судебно-медицинская экспертиза, проведенная на месте происшествия, показала, что перед смертью между ней и насильником произошла драка. Кроме того, дверные замки в комнате были взломаны. Однако также были обнаружены признаки того, что место преступления было похоже на инсценировку. Это заставило следователей предположить, что убийцей был человек, знавший жертву и бывавший в этой квартире ранее. Патологоанатом Лука Лалли из Института судебной медицины Перуджи провел вскрытие тела Керчер. Он насчитал 16 ушибов и 7 порезов на теле. Было установлено, что Мередит умерла от удушья и ножевых ранений. Отчет о вскрытии Лалли был рассмотрен 3 патологоанатомами из Института судебной медицины Перуджи, которые интерпретировали травмы, в том числе в области гениталий, как указывающие на попытку обездвижить Керчер во время сексуального насилия. Экспертиза также выявила следы крови Мередит на ноже, найденном в комнате Рафаэля Соличито, а также следы ДНК Аманды Нокс и Соличито на рукоятке ножа. Обвинение утверждало, что именно этот нож является орудием убийства и предоставило доказательства наличия пятен крови в комнатах Аманды Нокс и Соличито. В ходе расследования выяснилось, что все 3 соседей Керчер, Нокс и Соличито находились в близких отношениях. Однако в отношениях между Мередит и Амандой часто случались напряженные конфликты. Некоторые свидетели утверждали, что девушки ссорились из-за домашних обязанностей. Арест Аманды Нокс, судебный процесс и обвинительный приговор. После обнаружения тела Мередит, Аманда Нокс, Рафаэль Соличито и Руди Гуэди были арестованы. Обвинение утверждало, что они убили Мередит в результате несбывшейся сексуальной фантазии, подпитываемой наркотиками. Следователи считали, что Аманда и Рафаэль убедили Руди Гуэди вместе убить Мередит, а затем они втроем инсценировали место преступления, чтобы казалось, будто кто-то иной взломал замки и проник к ним домой. Аманда и Рафаэль были обвинены в убийстве и сексуальном насилии. Они содержались под стражей и во время суда 4 декабря 2009 года были признаны виновными и приговорены к 26 и к 25 годам тюремного заключения соответственно. Версия обвинения против Аманды и Рафаэля основывалась на косвенных уликах и показаниях сомнительных свидетелей, а результаты взятых на месте преступления ДНК оказались недостоверными. У Аманды и Рафаэля было алиби на ночь убийства, и они неизменно утверждали о своей невиновности на протяжении всего судебного и апелляционного процессов. Адвокаты, защищавшие Аманду и Рафаэля, предоставили доказательства того, что на теле жертвы была обнаружена только ДНК Руди Гуэди, и отстаивали версию, что он был единственным исполнителем убийства. Гуэди же предпочел ускорить
ускоренное судебное разбирательство, проведенное в режиме закрытого заседания, без присутствия репортеров. Он сообщил суду, что в этот день у них было свидание, назначенное Керчер. Мередит впустила его в квартиру около 9 часов вечера, хотя адвокаты Соличита заявляли, что осколок стекла из окна, найденный рядом с отпечатком обуви Гуэди на месте преступления, был доказательством того, что тот вломился в дом. Гуэди сказал, что они с Керчер целовались и прикасались друг к другу, но не вступали в половой акт, потому что у них не было средств контрацепции. Он утверждал, что у него начал болеть живот, и он прошел в большую ванную комнату на другой стороне квартиры, откуда якобы услышал крик Керчер. Выйдя из ванной, Гуэди увидел темную фигуру, держащую нож и стоящую над Керчер, когда та лежала на полу, истекая кровью. Далее он заявил, что преступник сбежал. Обвинение утверждало, что его версия событий не соответствует судебно-медицинским показаниям. Кроме того, он не мог объяснить, почему один из отпечатков его ладони, испачканной кровью Керчер, был найден на подушке ее односпальной кровати. Гуэди, отстаивавший свою невиновность, первоначально был приговорен к 30 годам лишения свободы. Через 3 недели после того, как Нокс и Соличита были осуждены, срок тюремного заключения Гуэди был сокращен с 30 до 24 лет. Оправдание, повторное рассмотрение дела и снова приговор. После вынесения первоначального обвинительного приговора Аманде Нокс и Рафаэлю Соличита, их защитники подали апелляцию, которая привела к их оправданию спустя 4 года. Апелляционный суд отменил приговор, сославшись в качестве основных причин оправдания на отсутствие доказательств и ненадежность анализа ДНК. Аманда и Рафаэль были освобождены из тюрьмы и пытались вернуться к нормальной жизни. Однако их время на свободе было недолгим, так как обвинение обжаловало решение суда, и в 2013 году было назначено повторное судебное разбирательство. В ходе него были представлены новые доказательства, и Аманда и Рафаэль снова были признаны виновными и приговорены к 28 и 25 годам лишения свободы соответственно. После судебных процессов и очередного сокрушительного удара Нокс написала в обращении к прессе: «Я напугана и опечалена этим несправедливым приговором. Будучи признанной невиновным человеком раньше, я ожидала большего от итальянской системы правосудия». Журналист Тобиас Джонс писал об этом деле. Один из многочисленных недостатков итальянского правосудия заключается в том, что оно никогда не дает окончательного, хлопающего дверью решения. Как правило, дверь остается открытой для того, чтобы перевести дело на следующий уровень, сначала в апелляцию, а затем в Верховный суд. Третье судебное разбирательство и окончательный обвинительный приговор. В 2015 году Верховный суд Италии вновь отменил обвинительный приговор Аманде и Рафаэлю и назначил третье судебное разбирательство. На этот раз доводы обвинения рассыпались, и в 2015 году Аманда и Рафаэль были окончательно оправданы по обвинению в убийстве. Суд счел доказательства обвинения недостаточно вескими для вынесения обвинительного приговора, а доводы защиты о том, что Руди Гуэди был единственным исполнителем преступления, убедительными. Последнее оправдание Аманды Нокс и Рафаэля Соличита положила конец долгому и неоднозначному делу, но оставила много вопросов без ответа. Неудивительно, что репутация Аманды была сильно подорвана. Пройдут годы, прежде чем она сможет юридически очистить свое имя, но, скорее всего, ей никогда не удастся рассеять облако подозрений над своей головой. Оправдательный приговор стал для Аманды и Рафаэля одновременно и облегчением, и разочарованием. Они наконец-то смогли жить дальше, но при этом потеряли самые важные годы своей молодости из-за несправедливого осуждения. Кроме того, Аманда и Рафаэль были финансово разорены из-за постоянных разбирательств. Реформы. После оправдательного приговора Аманда Нокс написала книгу о своем мучительном опыте и выступила за реформирование судебной системы. Она также стала сторонницей медиаграмотности и критического мышления при изучении новостного потока людьми. Дело Аманды Нокс было сложным и противоречивым, и впоследствии подняло многие важные вопросы, касающиеся правосудия, роли средств массовой информации и надежности доказательств судебно-медицинской экспертизы. Несмотря на оправдание, это дело оказало мощное и разрушительное влияние на жизнь Аманды и Рафаэля. Оно служит примером того, что в ведении уголовного процесса необходима осторожность и справедливость, и напоминает о важности защиты прав обвиняемых. Противоречия и безумие в СМИ. Дело Аманды Нокс и Рафаэля Соличита быстро стало сенсацией в СМИ как в Италии, так и за рубежом. Сенсационный характер преступления в сочетании с тем, что подозреваемые были молодыми и очень привлекательными людьми,
способствовало тому, чтобы история стала наиболее популярной для своего времени. Итальянская пресса, в частности, резко критиковала Аманду, изображая ее в заголовках как дьяволицу. Такое негативное отношение к Аманде, вероятно, повлияло на мнение присяжных и общественности, что затруднило проведение справедливого судебного разбирательства. Освещение этого дела не ограничилось итальянской прессой, поскольку его подхватили и международные СМИ. Убийство широко освещалось в новостных изданиях, ток-шоу и даже в документальных фильмах. Зачастую внимание журналистов концентрировалось на непристойных деталях этого дела, а не на фактах и правде. Аманда была представлена как распутная, беспорядочная, употребляющая наркотики манипуляторша, которая смогла организовать убийство своей невинной сожительницы. Такой образ был не только неточным и глубоко женоненавистническим, но и способствовал формированию в общественном сознании мнения о виновности Аманды. Девушка практически не могла доказать обратного. Нетрудно сделать вывод, какой силой обладают СМИ и как важно говорить об уголовных делах справедливо и точно. Влияние на итальянскую судебную систему. Это дело все же оказало значительное влияние на итальянскую систему уголовного правосудия, средства массовой информации и понимание общественностью проблем несправедливых приговоров, поскольку показало необходимость более тщательного расследования, глубокого анализа судебно-медицинских доказательств, а также привлечения к этому процессу иных экспертов. Затянувшаяся юридическая неразбериха способствовала усилению призывов к модернизации и реформированию судебной системы в Италии, в стране, которая в 2013 году насчитывала около 9 миллионов нерассмотренных дел. В своем резком эссе Натаниэль Рич прокомментировал это дело. Карнавальный судебный процесс в Италии, где никогда не бывает порядка, где адвокаты и подсудимые постоянно прерывают процесс свистом, криками и бурной жестикуляцией, а пресса болтает, как дети на задней парте в классе, неспособность обвинения установить мотив или умысел, ведь мы же живем в эпоху насилия без мотивов, как сказал один из прокуроров, а также тот факт, что прокуроры не прекратили дело против Нокс и Соличита сразу после того, как были обнаружены кровавые отпечатки пальцев и ступней 20-летнего мелкого воришки по имени Руди Гуэди. Убийца на свободе. При всех обстоятельствах и тяжести вины преступления в 2009 году Гуэди сократили его тюремный срок до 16 лет, а в 2021 году он вышел на свободу. Сообщается, что по окончании срока Гуэди заявил, что хочет, чтобы о нем забыли. Адвокат семьи Керчер Франческо Мореско сказал: «С моральной точки зрения, с точки зрения конкретного и эффективного правосудия, очевидно, что срок, который он отбыл, был очень мал по отношению к масштабу случившейся трагедии». В ответ на новость об освобождении осужденного убийцы Аманда Нокс заявила: «Я и по сей день потрясена тем, что он забытый убийца, тот, кого тихо упрятали, осудили за менее тяжкое преступление, и ему не придется жить с бременем, навсегда связанным со смертью Мередит. Я знаю, что многие, очень многие люди пострадали из-за того, что он сделал. Я хотела бы, чтобы он понес полную ответственность за содеянное и признал свой поступок. Как вам кажется, что стоило сделать следователям, чтобы не допустить такого несправедливого приговора для Аманды Нокс и Рафаэля Соличита? Свое мнение пишите в комментариях под видео. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.